Тот день казался самым обыкновенным, наполненным привычным городским шумом и будничной суетой. Солнце уже клонилось к закату, окрашивая серый асфальт загородной дороги в мягкие золотистые тона. Машин было немного. Лишь редкие водители спешили по своим делам, не обращая внимания на обочину. Вдруг боковым зрением женщина заметила едва уловимое движение у самого края трассы. Что-то совсем крошечное, темное, не больше ладони, слабо шевелилось на пыльной траве. Повинуясь внезапному интуитивному импульсу, она плавно затормозила и съехала на обочину. Когда она подошла ближе и опустилась на колени, у нее перехватило дыхание. На сухой земле лежал новорожденный щенок. Ему было от силы несколько часов от роду, пуповина едва подсохла, глаза были плотно закрыты, а тонкая шерстка еще хранила следы рождения. Он был совершенно беспомощен, слеп и глух к окружающему миру и только тихо, жалобно попискивал, судорожно тыкаясь мордочкой в пустой холодный воздух в поисках материнского тепла. Вокруг не было ни души, ни матери собаки, ни других щенков, ни следов коробки. Оставить его здесь, на обочине оживленной трассы, где любой порыв ветра или неосторожное колесо могли оборвать эту едва начавшуюся жизнь, было невозможно. Женщина бережно, стараясь почти не дышать, подхватила кроху обеими ладонями. Тельце щенка было пугающе холодным и легким, словно горсть пуха. Завернув его в мягкий шарф и прижав к груди, она поспешила к машине. Дома воцарилась напряженная тишина. Новорожденные щенки без материнского молока и заботы угасают за считанные часы. Они не умеют самостоятельно поддерживать температуру тела, не могут пить из обычной миски и требуют непрерывного круглосуточного ухода. Муж встретил находку со сдержанным сомнением. Он покачал головой и осторожно напомнил, что выходить слепого щенка — почти невыполнимая задача, требующая колоссальных сил, времени и постоянного дежурства. Но решение уже было принято. За эту крошечную жизнь будут бороться до конца. Обустроив импровизированное гнездышко с теплой грелкой и мягкими пеленками, семья начала свой круглосуточный марафон. Будильник был заведен на каждые 2 часа. Специальная молочная смесь, крошечная бутылочка с мягкой соской, капля за каплей, бережный массаж животика. Каждая процедура требовала предельной нежности и терпения. Щенок был настолько мал и покрыт мягким плюшевым пушком, что ему сразу же дали имя — Тедди. Первую ночь женщина почти не сомкнула глаз. Каждые 15 минут она подходила к коробочке, наклонялась и вслушивалась в тихое частое сопение, боясь увидеть, что крошечная грудная клетка перестала подниматься. Но Тедди оказался настоящим бойцом. Он жадно цеплялся за соску и изо всех сил тянулся к теплу человеческих рук. Первые дни слились в бесконечную череду кормлений, смены грелок и коротких тревожных снов. Мир Тедди пока состоял исключительно из тактильных ощущений, запахов и звуков. Его глазки все еще оставались плотно сомкнутыми, а короткие слабые лапки не держали веса тела. Однако жизненная сила брала свое. С каждым новым рассветом Тедди становился чуточку крепче. Он безошибочно научился узнавать запах рук своей спасительницы. Стоило ей опустить ладони в его гнездышко, как малыш начинал радостно ворочаться, поворачивать мордочку и перебирать лапками, издавая тонкий довольный писк. Он понимал, эти руки означают сытость, безопасность и ласку. Тем временем в доме происходили незаметные, но важные перемены. Муж, который изначально держался в стороне и уверял, что забота о щенке — временная и сложная мера, начал сдавать позиции. Сначала он просто издали наблюдал за кормлением, затем стал тихонько подходить к манежу, пока щенок спал, и поправлять одеяло. Вскоре он уже сам интересовался графиком питания и вымерял миллилитры смеси. А однажды утром жена застала мужа сидящим на полу с улыбкой до ушей. Он держал на коленях сопящего Тедди и бережно гладил его крошечные ушки одним пальцем.
Маленький комочек незаметно растопил даже самый строгий скепсис. Примерно через 2 недели наступил переломный момент, которого так ждали. Уголки век щенка слегка дрогнули, и сквозь узкие щелочки блеснули темные влажные бусинки. С каждым днем глазки открывались все шире, пока, наконец, Тедди не взглянул на окружающий мир ясным, осмысленным взглядом. Для него это было грандиозным потрясением. До этого момента вся его вселенная ограничивалась теплом грелки и запахами молока, а теперь перед ним распахнулось гигантское, неизведанное пространство. Он замирал, подолгу разглядывая лица склонившихся над ним людей, словно запоминая черты тех, кто подарил ему шанс на жизнь. Когда зрение окрепло, проснулась и безудержная щенячья любознательность. Тедди сделал свои первые неуверенные шаги. Лапки разъезжались на гладком полу, круглая голова перевешивала, и он забавно плюхался на животик, но тут же упрямо поднимался снова. Вскоре произошла еще одна важная победа. Тедди впервые попытался залаять. Вместо грозного рычания из его горла вырвался забавный сквик, тонкий удивленный писк, от которого малыш сам опешил и смешно прижал ушки. Этот звук вызвал в доме волну искреннего смеха и радости. С каждым месяцем неуклюжий слепой малыш все больше превращался в жизнерадостного, активного и необыкновенно смышленого пса. Гостиная превратилась в его личный полигон для открытий. В ход пошли резиновые мячики, мягкие игрушки, шуршащие бумажки и тапочки. Тедди установил в доме свой собственный распорядок. Вся жизнь семьи теперь гармонично вращалась вокруг его игр, прогулок и забавных ритуалов. Больше всего на свете малыш полюбил проводить время с хозяином. Между ними возникла особая, нерушимая связь. Стоило мужчине зайти в комнату, как Тедди срывался с места, виляя хвостом так сильно, что ходуном ходила вся задняя часть тела. Они играли в догонялки, устраивали шуточные поединки на ковре, вместе смотрели телевизор и отдыхали после насыщенного дня. Хозяин, который когда-то предостерегал о трудностях ухода за новорожденным щенком, теперь не расставался с камерой телефона, снимая каждый шаг своего четвероногого любимца, и с гордостью рассказывал друзьям о его успехах. Глядя на подросшего, сияющего здоровьем и радостью Тедди, трудно было поверить, что когда-то он был тем самым обреченным комочком, брошенным у дороги без единого шанса на выживание. Его преображение стало не просто историей спасения животного, а свидетельством того, как внимание, доброта и готовность подарить заботу способны творить настоящие чудеса. Тедди вырос не просто домашним питомцем. Он стал полноправным членом семьи, ее душой и источником ежедневного тепла. Каждый вечер, когда дом погружается в уютный полумрак, Тедди по привычке подходит к дивану, кладет голову на колени своим спасителям и тихо вздыхает, закрывая глаза в абсолютном чувстве безопасности и любви. Он знает, он дома, его любят, и здесь его никогда не предадут.